Привет, ребята! Сегодня, как и обещала, расскажу вам про жилье в Пусане. Начну, пожалуй, с самого простого. Это Кашевон. В нем живет наш друг, и он любезно согласился нам показать свою комнатку. Ну что, пойдем посмотрим? Сейчас мы приехали на станцию метро Самен. Нам нужен 6-й выход. Здесь находится Кашевон. Станция Самен. У нее 119 номер по оранжевой ветке и 219 по зеленой. Это пересадочная станция. Так, из 6-го выхода поворачиваем налево и почти сразу направо. Идем вдоль дороги. Практически все невысокие домики, находящиеся в этом районе, это Кашевоны. Вся необходимая инфраструктура тоже рядом. Вот здесь магазины, кафе, аптеки. О, а вот здесь посмотрите, наш друг припарковал велосипед. Ну а теперь давайте зайдем к нему в гости. Поднимаемся вверх, на 2-й этаж. Уличную обувь мы оставляем вот в этом шкафчике в коридоре. Комнатка, конечно же, маленькая, но тем не менее для одного человека есть все необходимое. Вот тут, смотрите, кровать, рабочий стол, шкаф и вот здесь туалет. Стоимость аренды этой комнаты в месяц 320 тысяч вон, что на ноябрь 2022 года примерно $246. Залог 50 тысяч вон, это примерно $38. Ну так, на случай, если вы вдруг что-то испортите. Важно! В стоимость аренды входят все коммунальные платежи. Доплачивать совсем ничего не нужно. И вот еще дополнительные плюсы. На общей кухне, где можно также готовить, скромное, но бесплатное питание. Оно в постоянном доступе. Тут вот рис в прессоварке, лапша, кимчи, тосты и джем. И все это тоже бесплатно. Как видите, можно подкупить яйца и мясо и в принципе скромно, но недорого питаться. И так для ориентира. 1 килограмм свиного фарша или говяжьей печени здесь можно купить за 6 тысяч вон. Это примерно $5. И чуть-чуть подороже, за $5,5, 3 десятка яиц. Всем инвентарем, находящимся в кухонном пространстве, можно спокойно пользоваться. А также можно пользоваться находящимися в коридоре холодильником, вот этой стиральной машинкой, гладильной доской, утюгом, либо парогенератором. И все это, конечно же, бесплатно. На следующий день мы неожиданно нагрянули к студентам Пусанского университета. Стоимость этой квартиры 300 тысяч вон, что примерно $230. Оля, хозяйка этой квартиры, платит за коммуналку примерно $15. Но самый холодный месяц в Пусане – это январь. Она предполагает, что в следующем месяце будет на $7 дороже. Но залог здесь большеват – $1500. Квартира, где живет Оля, находится вот на этой станции Чанчжон. Это, конечно, далековато от центра Пусана, но она ее выбрала из-за шаговой доступности к университету. Конечно, это важно, когда очень много времени уходит на учебу, поэтому тратить время на дорогу просто не хочется. Идти до университета примерно 10 минут. Итак, студенческое жилье для двоих. Оля, ну рассказывай что-нибудь про свою квартиру. Ну, она такая чисто функциональная, больше функциональная, чем красивая. Ну, здесь большой плюс, что здесь много места. Ну, в том плане, что много места для хранения вещей. То есть, это вот этот гигантский шкаф. Здесь реально много места для вещей, то есть, вон там тоже шкафы при входе. Дофига всего можно хранить. Минусы, то, что здесь влажно. Здесь капец влажно у нас, вот почти все время работает вот эта штука. Вот это замечательное, да, корейское изобретение, есть во многих домах, ну не корейское, конечно, изобретение, но корейцы очень любят. Вот, во многих домах высасывает за час где-то 15% влажности из воздуха. Ну, то есть вот сейчас 74, через часик будет где-то 60.
Кухонная зона в этой квартире отгорожена. Можно сказать, находится прямо на балконе. Двери купе можно держать закрытыми. Вот сейчас как раз на кухне Олин парень, зовут его Чен, готовит для нас много-много всего вкусного. Кухня небольшая, но функциональная. Здесь также находится холодильник и стиральная машина. Здесь типичная, корейская штука, все поднято, все, что стоит, оно стоит не на полу. Полы здесь моют по такому принципу. Заливают все водой, просто намыливают мочалкой, а потом смывают, и все это уходит в слив. Да, так, ну вот это, кстати, новенькая штука, это газовая. Как бойлер? Ну Бойлер, понятно, да. то есть от него пол и вода теплая, да? Да, от него пол и вода. У тебя есть духовочка. А, да, я на Купанге заказала. 49 тысяч вон. Мы наобщались, наелись, и хотя расставаться, конечно, было жаль, но мы поспешили домой, потому что обещали вам показать еще квартиру, в которой живет наша мама. Мы живем на станции метро Тусиль, у нее 131 номер, наш 7-й выход. Буквально 10 метров и первый поворот налево. И вот от этого перекрестка вниз 20 метров, и мы дома. Вот с этой горочки, с середины этой горочки мы с вами спустились. И вот в этом доме наша квартира. На верхнем этаже зона барбекю, дом 10-этажный. На первом этаже бесплатная парковка. Кодовая дверь на подъезде. Дверь тоже кодовая. Ну и что? И что ты меня встречала? Встречала мячиком, хвасталась. Вот здесь у меня небольшая прихожая с достаточно вместительным шкафом. Здесь много вещей, обувь. В этой прихожей мне нравится то, что уровень пола самой прихожей немного ниже, чем уровень пола квартиры. Сразу из коридора мы попадаем в зону кухни. Плита газовая. Но вот хочу сказать, что некоторые блюда на газовой плите получаются даже вкуснее. Ну, например, жареная картошечка. Кухня, конечно, небольшая, но у меня как-то все поместилось. Холодильник тоже не очень большой, но я одна, мне хватает приблизительно, наверное, на 2 недели. На 2-3 недели я покупаю продуктов, они здесь помещаются. Напротив кухни вот обеденный стол, ну, здесь я еще работаю за компьютером. И сразу же шкаф. Шкаф тоже большой и вместительный. За этим шкафом вот сразу с другой стороны прячется раковина и шкаф с зеркальными дверцами и полочки под косметику. Здесь же сразу вот туалет. Вот так, светочкой вот. Вот свет. Вот душ отдельно. Так, зона для принятия душа. Ну и сразу же здесь унитаз. Теперь попадаем в мою любимую зону с двуспальной кроватью и телевизором. Вот здесь немножко лежит собачка. Наверное, она замерзла. Смотрите, ты почему под одеялом? Почему под одеялом собака замерзла? Здесь тепло. А тепло, потому что я сама могу регулировать температуру в помещении. Вот здесь такой специальный пультик. И плюс этой квартиры для меня в том, что здесь вот такое огромное, большое окно в пол. Я очень люблю, когда много света дневного. За эту квартиру я плачу 450 тысяч вон, это приблизительно $340. И залог за нее составляет 3 миллиона вон, это приблизительно $2300. Ну, такой залог не маленький. Но все коммунальные платежи, включая свет, воду, интернет, оплачивает владелец. Но если, кстати, здесь арендовать без залога, стоимость просто будет немного выше. Стоимость в месяц составит приблизительно $420, это 550 тысяч вон. На верхнем этаже зона барбекю. Ну вот тут вот такой вид и зона барбекю. На этой террасе мы просто иногда жарим мясо. Тут же мы еще отмечали день рождения моей сестры Саши
и собираемся встретить Новый год. На этой позитивной ноте я с вами прощаюсь и обещаю, что в следующем выпуске расскажу про цены на продукты в магазине Емарт. Мы как раз собираемся закупиться к новогоднему столу. Ну все, пока-пока!